Всем салют, еще пару недель назад хотел сделать видео на тему, кто из российских игроков, играющих в АХЛ, максимально близок к тому, чтобы попасть в НХЛ уже в ближайшее время. И вот жизнь меня обогнала. Герой сегодняшнего ролика не только попал в старт, но и забил и отдал голевую передачу в первом же матче в НХЛ. Не отменяй же из этого такой ролик. Тем более, я думаю, так будет даже интереснее, ведь Василий Пономарев не успел нас порадовать своей игрой в КХЛ, точнее там было пару матчей. Еще в совсем юном возрасте он отправился за океан. Это видео про игрока системы Каролины Харрикейнс Василия Пономарева. В нем я расскажу, кто этот парень, какие у него сильные и слабые стороны, какой он преодолел путь, чтобы забить первую шайбу в НХЛ. Все это не только вы узнаете в ближайшие 10 минут. Присаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А мы начинаем. Василий родился 13 марта 2002 года в Москве. Хоккеем начал заниматься в подмосковном Зеленограде, в местной школе «Орбиты». Был вояж длиной в 3 года в Питер в клуб «Бульдоги», но зеленоградский вайб не отпускал, поэтому Пономарев вернулся в родную Московскую область. Еще 2 года, это до 2017-го, Василий выступал за Зеленоградский клуб, а затем в 15 лет перешел в систему Крыльев Советов. Статистика последнего сезона 16-17 в «Орбите» на вашем экране. Более ранее я не нашел. Тут получается 7 игр, 9 шайб и 13 голевых передач, но это совсем еще на детском уровне. В дебютном сезоне 18-19 в МХЛ Василий Пономарев провел 37 матчей и набрал 29 очков. После такого классного дебюта в МХЛ и в совсем юном возрасте Василию только в конце сезона исполнилось 17 лет. Я думаю, уже в следующем сезоне он мог выходить на новый уровень, но на удивление, я думаю, многих, как и хоккейных фанатов, так и боссов клуба, молодой и, несомненно, перспективный игрок отправился за океан. Сам Василий сказал, что не нашел клуб в России, но просто точно был. Скорее это связано вообще с денежным сегментом, но не будем про это утверждать. За океаном Василий нашел себе клуб Шавиниган Катарактас, играющий в главной юниорской лиге Квебека. Сразу же с первого сезона Василий зарекомендовал себя как отличный нападающий. За Шавиниган он провел 57 матчей, набрал 49 очков. Правда, показатель полезности был минус 9. Тогда многие аналитики выделяли отличную скорость Пономарева, а главное феноменальный контроль шайбы. В то же время он никогда не забывал о защите и отрабатывал сполна. Он настоящий двусторонний центровой, тот тип игрока, присутствие которого ощущается на каждом углу поля. Было очень много хвалебных отзывов от скаутов НХЛ, наподобие вот этого. Единственное, о чем были споры относительно Василия, это выберут ли его в первом раунде предстоящего драфта НХЛ или оставят на более поздние пики. Самый топовый скаутский портал предрекал лишь примерно 50-й номер выбора на текущем драфте. Кстати, так и вышло. Во втором раунде под общим 53-м номером Василий Пономарев отправился под крыло Каролины Харрикейнс. Сразу же после драфта Каролина и Василий подписали контракт новичка на 3 сезона, после чего Пономарев благополучно отправился еще на сезон в уже знакомый Шавиниган, где отыграл еще 33 матча. Да, не так много, но зато выбрался за показатель больше очка за игру. Их он набрал целых 38. И показатель полезности тут же стал положительным, это плюс 9. Но самое главное, Василий удостоился роли ассистента капитана. Вроде бы все шло хорошо, даже лучше ожиданий, но тут приходит новость, что Василий Пономарев возвращается в Россию, а именно в московский «Спартак». Причем самое интересное, что это было оформлено как арендное соглашение. Как же так получилось, что игрок, который сам хотел развиваться в североамериканской системе, провел 2 классных сезона и вдруг решил вернуться в Россию? Возвращение в систему «Спартака» не получилось сильно удачным, и этот период вообще довольно мутный. Василий, скорее всего, вернулся в Россию, потому что в «Спартаке» сменилось руководство, и ему пообещали игровое время. Ранее он тоже мог в «Спартаке» оказаться сразу после Крыльев Советов. Там это все-таки как одна система подвязана, но они тогда с руководством не смогли договориться. И Пономарев-то играл неплохо, но в КХЛ за 14 игр не так много ему смогли предоставить игрового времени, в полной мере себя проявить не удалось. Вот некоторые цитаты на тот момент главного тренера «Спартака» Миронова. «Лучше играть 20 минут в ВХЛ, чем сидеть в КХЛ. Место в основе он получит только через работу. Желание огромное, но не все пока получается. Статистика в КХЛ вот за эти 14 игр сейчас на вашем экране. Это 1 шайба, 1 голевая передача и показатель полезности плюс 2.
Игр Василий провел совсем немного, чтобы делать какие-то выводы, но несмотря на это, остальную часть сезона Пономарев провел в МХЛ и ВХЛ. За молодежный Спартак он тоже немного игр сыграл, а именно 7, причем это с учетом плей-офф, и набрал целых 12 очков, это 3 шайбы, 9 голевых передач. А я между делом напомню про подписку на канал и лайк на это видео, чтобы поддержать выход новых. А мы продолжаем. Также, как я упоминал выше, Василий еще в ВХЛ успел поиграть, а именно за Химик. Его показатели также на вашем экране. Это и регулярный чемпионат, и плей-офф. Это 27 игр, 8 шайб, 7 передач. Тоже вполне неплохо для совсем юного парня, потому что на момент плей-оффа ему было 18 лет. Кто-то подумает, что этот бешеный сезон работы на 3 фронта для Василия Пономарева закончился, но нет, появился и 4-й фронт. Не стоит забывать, что с Каролиной у Васи действует контракт новичка, по которому он может играть в АХЛ, раз в главную команду его пока не зовут. После плей-офф России он вылетел в Северную Америку, где подоспел на концовку сезона для Чикаго Вулфс. Это на тот момент фарм-клуб Каролины. Ну и сразу вам скажу, что возвращение получилось мега удачным. В первой же игре Василий сделал голевую передачу, а вообще в регулярном чемпионате успел провести 11 игр, набрать 10 очков. А в плей-офф команда с нашим парнем просто зажгла. Они прошлись катком по всем и забрали Кубок Колтера, который Чикаго последний раз брали в далеком 2008 году. В плей-офф статистика Пономарева не такая шикарная, но все же показатель полезности плюс 7, 1 заброшенная шайба, 5 передач. Неплохо для дебютных игр в плей-офф. Следующий сезон, это 22-23, Пономарев просидел в АХЛ, так как аренда в России у него закончилась. Играл он неплохо, но до основы Каролины все-таки, видимо, не дотянул. К сожалению, главный тренер Каролины к старту молодое дарование так и не допустил. Статистика сейчас на вашем экране, это 64 игры, 46 очков. Чикаго выступили совсем неважно, но Пономарев продление контракта с Каролиной заслужил. Летом 2023 года Василий подписал двухлетний контракт с Ураганами на сумму $1 590 000 и, то есть 795 тысяч в год. Но самое интересное началось чуть позже. Каролина потеряла свой аффилированный клуб в АХЛ, так как Чикаго изъявили желание развиваться самостоятельно. Руководство Каролины же в свою очередь заявило, что в сезоне 24-25 свой клуб в АХЛ все-таки появится, но сейчас нужно потерпеть. А что же с Пономаревым? Он оказался в довольно подвешенном состоянии, но стороны все-таки смогли договориться с Tucson Roadrunners. Но поиграть там совсем не удалось, потому что выставочные матчи и старт нынешнего чемпионата Василий пропустил из-за травмы и в итоге провел лишь 2 матча, не отметился результативными баллами, после чего как-то удалось вернуться в знакомый клуб, это Чикаго Вулфс. И как раз там уже он смог заслужить повышение в НХЛ. Это был его 3-й сезон в АХЛ, получается. И за Каролину Василию удалось провести уже 2 матча. 21-летний нападающий сыграл за Каролину в матче регулярного чемпионата НХЛ против Вашингтона. Тот матч Каролина смогла выиграть 6-2. В третьем периоде россиянин ассистировал Сету Джарвису, а в концовке установил окончательный счет, пробив Дарси Кюмпера броском в касании. В том матче Василий 1 раз забросил в створ и как раз его и реализовал. Провел на площадке 10 минут 29 секунд, а показатель его полезности плюс 2. Да, вторая игра против Сент-Луиса не получилась такой же эффектной, как первая с Вашингтоном. В ней Василий не смог отличиться, после чего был оперативно отправлен в АХЛ. И это не связано с тем, что у Каролины такой радикальный тренер, а просто в клубе большая конкуренция. Очень многих игроков нужно попробовать перед стартом очень ответственной части чемпионата. Все-таки Пономарев последовательно шел к дебюту в НХЛ и получил свой шанс в 21 год. Порадуемся, что нападающий дефицитный для России позиции центра зашел в лигу и ценится клубом, претендентом на Кубок Стэнли. Я считаю, что у него большое будущее, да, в Каролине большая конкуренция и в данный момент очень сложно закрепиться в составе, но я думаю, уже в следующем сезоне мы будем наблюдать Василия преимущественно как раз в НХЛ. Все вместе верим в нашего парня. Всем спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Так вы поддержите выход новых видео. Еще раз спасибо за просмотр, всем больше хоккея.